Всем привет! Меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале Как похудеть. Я похудела уже на 43 килограмма, это произошло за 2 года. И сегодня я отвечу на еще один очень важный и часто получаемый от вас вопрос. Этот вопрос вы задаете и в комментариях под видео, и в прямых трансляциях. Пришла пора расставить точки над «и». Сегодня я вам назову топ-5 продуктов, от которых я отказалась, для того, чтобы хорошо себя чувствовать, быть здоровой и, конечно, снижать свой вес. Давайте начинать. Итак, номер один. Номер один – это огромная такая группа товаров. Это все полуфабрикаты. Сюда мы относим любые полуфабрикаты. Это пельмени, блинчики, какая-то готовая уже еда, кулинария, то, что вы можете готовые, салаты, какую-то курицу запеченную, жареную приобрести, пицца, бургеры, в общем. Сюда же можно еще отнести и фастфуд, естественно, потому что это тоже как бы уже готовая, да, еда, как в полуфабрикатах можно воспринимать. И еще большая группа товаров – это боль моего мужа. К этому я отношу это соусы. Для того, чтобы питаться действительно здоровой едой, от тех соусов, которые продают в магазине, нужно отказаться, и еще в том числе для того, чтобы у вас сформировалось, вернее, вернулось здоровое ощущение вкуса, потому что те добавки, соусы, которые продаются в магазинах, содержат огромнейшее количество сахаров, соли, кучу вкусовых добавок, крахмал, в общем, все что угодно. Поэтому мы заменили майонез домашним сметанным соусом. Вот здесь появится рецепт. Также от кетчупа мы отказались. У мужа были практически абстиненты, потому что он просто все поливал. Я думаю, многие женщины с этим сталкивались. Поэтому кетчуп мы заменили домашним томатным соусом, который готовим из самой обычной томатной пасты, которую вы можете купить в любом магазине. Рецепт появится вот здесь. Наш номер 2. Номер 2 – это мясные изделия. Изделия из переработанного мяса. Сюда относится тоже огромное количество продуктов, к которым многие из нас привыкли с детства. Например, я. Это колбаса, сосиски, сардельки, какая-то магазинная буженина, корейки, беконы, в общем, те же самые пельмени туда можно отнести, потому что в них как бы тоже должно содержаться мясо. В общем, вариаций таких продуктов огромное количество, я думаю, каждый их употреблял, с ними сталкивался. Почему я от них отказалась? Они просто вредны для здоровья. В последнее время появилось огромное количество новых исследований, которые говорят, что эти продукты, допустим, не просто ведут к лишнему весу, а еще и вредят здоровью. Помимо этого, они содержат огромное все тоже количество солей, вкусовых добавок, улучшителей, заменителей. В общем, всего того, что далеко от обычной, доступной всем здоровой еды. Это курица, да, которую мы можем приготовить дома, индейка, мясо, рыба, в общем, самые обычные продукты. И перед тем, как мы с вами рассмотрим номер 3 в моем топе, я хочу вам сказать, во-первых, огромное спасибо. Нас уже 95 тысяч почти. Возможно, уже 95, пока мы записывали это видео. Скоро будет 100 тысяч. Вы представляете, в нашем сообществе 100 тысяч. Это значит, у нас будет с вами серебряная кнопка, во-первых. Во-вторых, поскольку я всегда с удовольствием с вами общаюсь и стараюсь снимать именно для вас интересные и полезные видео, мы запустим в ближайшее время во вкладке «Сообщество». Не забывайте туда заходить. Я туда публикую фотографии, пишу периодически какие-то посты по вдохновению. Мы запустим голосование о том, что же нам снять, возможно, провести какой-то прямой эфир на 100 тысяч подписчиков. Поэтому обязательно примите участие в голосовании, чтобы видео было именно для вас интересным и полезным. А теперь мы поговорим с вами о номер 3. Середина не золотая. Итак, номер 3 – это сладенькое. Когда я говорю сладенькое, я имею в виду всю кондитерку, которая продается в магазинах. От нее я отказалась совсем. Для меня сладкое было самым, наверное, самой моей зависимостью. То, от чего я вообще никогда не думала, что смогу отказаться. Но, как оказалось, во-первых, смогу, а во-вторых, это действительно помогает здоровью и, конечно же, снижению веса. Отказалась я от всего.
Это и печенье, и конфетки, в общем, огромное количество всего того, что предлагается нам, это мы совсем не покупаем. И еще хочу отдельно сказать о нескольких группах, потому что есть такое распространенное мнение о том, что при снижении веса можно употреблять, допустим, горький, то есть темный шоколад, зефир, пастилу, мармелад. Первое, что я хочу сказать, так как я человек с проблемами в пищевом поведении, я никогда не могла съесть один кусочек, одну дольку шоколада, одну зефирку, одну мармеладку и так далее. Поэтому, когда мы приобретаем эти продукты, в надежде, что мы прочитали рекомендации, как бы нам их одобрили, но мы сталкиваемся с тем, что мы имеем проблемы в пищевом поведении, и лично я каждый раз стрескивала всю пачку. Это первая причина, почему я и от этих продуктов тоже отказалась. То есть, если делаем вывод, если вы можете действительно съесть одну зефирку, вам респект, и у меня так не получается. Еще очень важно, что несмотря на то, что они, так скажем, допустимы все-таки для тех людей, которые ведут здоровый образ жизни и снижают вес, но они нереально сладкие. Они очень-очень сладкие, а нам нужно, чтобы наши рецепторы пришли в себя и стали адекватно воспринимать сладость, натуральную сладость, то есть это сладость фруктов, потому что фрукты и, грубо говоря, даже многие овощи – это те самые природные десерты, сухофрукты, допустим, тоже, которые нам даны для того, чтобы питаться вкусно, сладко и не толстеть. Это следующая ловушка. И еще есть, конечно, сладости с сахарозаменителем. Тут опять, вроде бы все отлично. Мы получаем сладость, не получаем калорий. Такая сладость нас отдаляет от того результата, того итога, к которому мы хотим прийти. Потому что сейчас для меня яблоки сладкие, сладкие помидоры, огурцы, в общем, просто по-другому я начала воспринимать все вкусы. Раньше яблоки мне казались травой, я их не покупала. И вы знаете, что я покупала раньше. Не зря же я весила 120 килограмм. И сюда в кондитерку я еще включу хлеб, потому что хлеб мы употребляем 1-2 раза в неделю, печем свой периодически дрожжевой, потому что дрожжи разрушаются при 60 градусах Цельсия. Нам они нужны просто для того, чтобы хлеб поднялся. Почитайте про это. И еще периодически мы печем хлеб какой-то без дрожжей, тоже когда нужен очень быстрый вариант. И какая-то домашняя выпечка тоже, естественно, присутствует. Итак, наш номер 4 – это напитки. Напитков, которые не стоит употреблять огромное количество, потому что самый лучший напиток просто для всех людей на земле – это самая обычная чистая вода. Но я, правда, не зря весила 120 килограмм раньше, я так совсем не считала, поэтому воду я не пила, не любила, меня от нее тошнило, не понимала, зачем люди пьют воду, если есть столько вкусных напитков. Поэтому сейчас я отказалась совсем от огромного количества того, что продают нам в магазине. Это и натуральные, скажем так, соки в коробках, морсы, чаи, какая-то просто сладкая газировка, какие-то компоты, в общем, все то, что совсем не нужно приобретать, потому что они содержат огромное количество, просто, я не знаю, нереальное количество сахара. Есть, конечно же, напитки тоже, опять возвращаемся, с заменителем сахара. Хочу акцентировать ваше внимание, что в такие напитки добавляют самые дешевые и в том числе самые вредные заменители сахара. Поэтому это вредно, во-первых. Во-вторых, опять, мы не даем нашим рецепторам прийти в себя и воспринимать адекватную сладость фруктов, как и должно быть. Так что с такими напитками я завязала. Единственный вариант, который я до сих пор иногда практикую, потому что привычки со мной такие были очень много лет. Я иногда покупаю себе просто газированную минералку. Для меня, особенно в начале, это было огромным спасением. Поэтому, когда я захожу в магазин и чувствую, что куда-то не туда ведут меня ноги, руки мои тянутся совсем не туда, куда нужно, я обожаю боржоми, выпиваю с удовольствием баночку либо бутылочку и быстренько ухожу из магазина с этой банкой, чтобы ничего не взять. Как говорится, все в наших руках, и пусть в наших руках лучше будет безопасная минералка. И, наконец, номер 5. Номер 5 – это то, что вы ожидаете увидеть, услышать
меньше всего, вы сейчас будете удивлены. Номер 5 – это продукты для похудения. Да, я женщина, которая весила в 2017 120, похудела на 43 килограмма и говорю вам, я перестала покупать продукты для похудения, потому что вы знаете, что это все огромное, супер, многомиллиардно долларовая, рублевая, в общем, какую валюту не возьми, индустрия. И, соответственно, все сделано для того, чтобы вы покупали. Поэтому, как только я вижу надпись «фитнес» на каком-то продукте, я разворачиваюсь и ухожу. Раньше, конечно же, я знала, что нужны батончики. И, конечно, знала, что нужно покупать клетчатку, пить специальные добавки. В общем, все то, чего я сейчас не делаю. Во-первых, потому что как минимум это не принесет пользы. Как максимум это может принести вред, потому что в них также используются сахарозаменители. А еще в этом есть такая психологическая ловушка, что когда ты видишь надпись для похудения, там здоровое питание, фитнес, тогда ты понимаешь, что этого можно съесть, больше. Следующее, ты думаешь, что ну я же молодец, я же стараюсь, я вот купила правильную баночку и так далее. И следующее, конечно, немаловажное. Третья причина – это самая обычная экономия средств, финансов, потому что я, как и все люди, хочу тратить меньше. И сейчас я уже, когда такой бешеный накал страстей вокруг похудения для меня остыл, когда я успокоилась, пришла к своему методу, я прекрасно понимаю. Сейчас, да, так скажем, холодным взором вижу просто ценник, на котором цена как минимум на 50% дороже, а на все добавки, заменители, супер батончики и так далее. Я понимаю, что на эти же деньги я могу купить самое обычное мясо, которое даст мне белок, творог, сыр, фрукты, овощи и так далее. То есть обычные, доступные, полезные продукты. И в принципе, буду продолжать худеть, чувствовать себя отлично и не платить просто за надпись «фитнес». Вот мой топ-5 продуктов, от которых я отказалась для того, чтобы похудеть на 43 килограмма, для того, чтобы чувствовать себя как никогда здоровой, чувствовать себя отлично, чувствовать себя бодрой. Я очень рада, что сегодня с вами поделилась таким вот моим экспромтом, наверное, опытом. Поэтому расскажите, пожалуйста, как вам такой формат? Понравилось ли вам? Потому что хочется давать вам информацию в интересном виде, как-то по-новому преподносить. Стараемся всегда снимать для вас классные и полезные видео. Поэтому поддержите, пожалуйста, нас, поставьте пальчик вверх. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра и, конечно, снижения веса.